Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я хотела бы поднять такую тему, как привлечь, как завоевать русскую девушку. Начнем сначала. Вы только с ней познакомились. Не бросайтесь сразу к ней обниматься и тем более целоваться. Все мы родом из СССР все еще, и наши страны бывшего СССР были очень закрыты. У нас не приветствовалось показывать свои чувства. Конечно, когда у нас спрашивают, как дела, мы расскажем вам целую историю и скажем правду о том, что происходит в нашей жизни на самом деле. То есть вы никогда не услышите от нас дежурной фразы «У меня все хорошо», «Отлично», «Замечательно». Нет. Мы расскажем вам все, что случилось с нами за последнее время. Расскажем, почему все так плохо или почему у нас все хорошо. Но я немного отдалилась от темы. Итак, приветствие. Не нужно целовать незнакомую девушку в обе щеки, потому что это слишком теплое приветствие. Это приветствие для хороших друзей, для родственников. Вот даже не для друзей, а для родственников, которые не видели друг друга на протяжении долгого времени. Да, тогда они бросаются друг к другу обниматься, целоваться, но если вы мало знакомые люди, не делайте этого. У нас это не поощряется, это выглядит странно. Конечно, культура Западной Европы приходит к нам, мы понимаем, что это нормально, когда незнакомые или малознакомые люди целуют друг друга в щеку, но все-таки, когда ты находишься именно в своей стране, как-то это немного для нас еще странно. Поэтому на первом свидании вы можете просто поприветствовать девушку, сказать «Привет!». Ну, можете спросить, как у нее дела, но приготовьтесь выслушать небольшой монолог. После этого обязательно сделайте ей комплимент, что она красиво выглядит. Только не говорите «ты сегодня красиво выглядишь», потому что, скорее всего, она спросит «а что, вчера я была страшная? Вчера со мной было что-то не так?» Скажите ей «у тебя очень красивая прическа». У тебя очень красивые глаза. Какое красивое платье. Я думаю, сделать комплимент не составит для вас труда. Тем более, если девушка вам нравится. Итак, про объятия и поцелуи мы поговорили. Далее, допустим, вы пригласили ее выпить чашечку кофе или поужинать. Не обязательно приглашать в самом начале отношений девушку на ужин. Можно пригласить ее в кафе и сказать, что давай пойдем, сходим, попьем кофе или съедим кусочек торта. Но я думаю, что все-таки вам нужно предупредить, куда вы идете. Вы идете ужинать, то есть вы идете кушать, или вы идете просто на какой-то перекус небольшой, или вы вообще идете просто выпить чашку кофе, чтобы девушка подготовилась, покушала дома и потом не злилась на вас и на себя, что она голодная, а вы ее не покормили. То есть заранее предупредите, куда вы идете, будете вы кушать или вы будете просто что-то пить. Как я уже сказала, не обязательно ее кормить, но если вы пригласили ее в кафе или ресторан покушать, то вы обязательно должны за нее заплатить. Такая у нас культура, так у нас принято. Если вы этого не сделаете, она решит, что вы жадина. И ни о каком продолжении отношений не может быть и речи. То же самое касается и кофе-чая. Если вы пригласили ее что-то выпить, вы обязаны за нее заплатить. Я говорю обязаны, потому что это часть нашей культуры. Вы ее пригласили, вы и платите.
Хотя даже если она вас пригласила, то все равно платить придется вам. Повторяю, это в нашей культуре. Мы так привыкли. Поэтому не удивляйтесь и приготовьтесь платить. Если честно, я не думаю, что девушка в начале отношений закажет что-то очень дорогое. Она понимает, что вы мало знакомы, она не захочет быть обязанной, и даже если вы предложите ей покушать, возможно, она возьмет себе только кофе, потому что знает, что вы за нее будете платить, или возьмет какой-то маленький недорогой салатик. Конечно, бывают девушки разные, но знайте, что если девушка выбрала много разных блюд, дорогих блюд, то вы ей не интересны, и она просто хочет поживиться за ваш счет. Я думаю, что это в любой стране точно так же. Наши девушки очень любят, когда за ними красиво ухаживают. То есть, если вы придете на первое свидание с букетом цветов, это будет вам большой плюс. Не обязательно приносить 5-15 дорогущих, огромных роз. Нет. Если вы принесете, гвоздики, конечно, не очень приветствуются, потому что гвоздики из разряда дешевых цветов. Лучше купить одну розу, чем 5 гвоздик. То есть не обязательно покупать большой букет из 5 роз. Можно купить одну большую красивую розу. Этого будет достаточно. Главное, чтобы она была красивая. И это будет отличный знак внимания. Любая девушка это оценит, потому что мы очень любим цветы и знаки внимания. То есть так вы покажете, что она вам действительно нравится. Поверьте, ни одна девушка не устоит, если вы принесете ей на первое свидание цветы. Она подумает, что это очень романтично, это очень мило, вы очень заботливый, добрый мужчина. И вам будет зачет. Далее, еще насчет ухаживаний. Мы очень любим, когда нам открывают двери, закрывают за нами двери. Когда мы садимся в машину, нам открывают двери. Когда мы выходим из машины, нам опять-таки открывают дверь. То есть открывают, закрывают двери перед нами везде. Почему? Так мы чувствуем себя особенной, мы чувствуем себя принцессой, мы чувствуем, что мы нравимся этому человеку, что мы ему не безразличны. Это также очень важно. Если вы выходите из общественного транспорта, обязательно подайте ей руку. Любая девушка это оценит. Поверьте мне. Итак, что я еще не сказала? Если у вас, всякое бывает, мало денег, и вам нужно, не терпится пригласить эту девушку, встретиться с ней, вы боитесь, что ее уведут. Пригласите ее в кино. Мы очень любим ходить в кино. Поверьте, в осенние, зимние, холодные вечера все кинотеатры заполнены. Потому что, в кафе не пойдешь каждый день, это все-таки дорого, накладно, а сходить в кино это дешевле и отлично можно провести вечер в кинозале, в кинотеатре. Но опять-таки не забывайте, что билеты за ваш счет. Не пугайтесь. Никто вас не разводит. Такая у нас культура. То есть я говорю, что можно пригласить или в кино, или ресторан. Вы выбираете сами, в зависимости от того, насколько сильно вам нравится девушка. Конечно, если вы хотите пообщаться и узнать ее получше, то кинотеатр это не самое лучшее место. Но там можно посидеть рядом, обменяться какими-то комментариями. И если вы хотите продолжить общение, то, кстати, после кинотеатра очень хорошо обсудить фильм. У вас будут общие темы для разговора. То есть будет уже что-то общее. И после кинотеатра идеально пойти в какое-то кафе, выпить кофе и пообщаться. Итак, про комплименты, про цветы я сказала. Подарки. В самом начале отношений не обязательно дарить какие-то подарки. Но если это, например, День Святого Валентина или 8 марта, то все-таки желательно что-то девушке подарить. Не обязательно что-то грандиозное.
что-то очень дорогое, например, поездку в Париж или что-нибудь из одежды. То есть не обязательно. Опять-таки, я говорю, вы можете принести ей одну розу, купить маленькую коробочку конфет. То есть здесь главное не деньги, а ваше внимание, что вы заботливый, внимательный мужчина, что она действительно вам нравится. Если впереди не предвидятся никакие праздники, но вы хотите сделать ей подарок. Я опять-таки говорю, не обязательно дарить что-то дорогое. Можно купить маленькую брошку недорогую. Цветы, конфеты всегда приветствуются. Покупать что-нибудь из одежды, не все девушки это не то чтобы оценят. Они-то оценят, но не все девушки примут такой подарок. Потому что все-таки это лучше делать, когда у вас уже более долгие близкие отношения. Она может подумать, что вы хотите ее купить, что вы хотите от нее чего-то этакого, к чему она еще не готова. Конечно, сексуальная революция пришла и в наши страны, в страны постсоветского пространства. И все-таки, если вы ждете какую-то интимную близость в первые свидания, то вы можете быть разочарованы отказом. Вы можете ожидать, что вы потратитесь, сделаете какие-то подарки, широкие жесты, а в ответ ничего, кроме холодного поцелуя или дружеского похлопывания по плечу. Да, это так. Не все девушки, точнее, большая часть девушек не бросаются сходу в постель. Нам нужно сначала узнать человека, понять, подходит ли нам этот человек, нравится ли он нам. Потому что мужчины оценивают внешность. Если им девушка внешне нравится, как она двигается, как она разговаривает, как она выглядит, то есть ее внешний вид, и если она не дурочка, он может понять и определить сразу, что да, она ему нравится. Девушка, конечно, да, она оценивает внешний вид, но она оценивает в общем. Она оценивает опрятность, она оценивает ваши манеры, употребляете ли вы матные слова. Конечно, она это оценивает и замечает, и для нее это тоже важно. Но все-таки для нее более важен ваше внутреннее состояние и ваши намерения, насколько вы серьезны в своих намерениях. Вы ищете девушку на ночь или все-таки вы ищете себе подругу жизни, жену. Поэтому ей нужно время, чтобы понять, насколько вы серьезны. Надеюсь, вы поняли меня и поступите правильно. Конечно, не все девушки сейчас, особенно молодежь, будут встречаться с вами месяцами, ходить за ручку, но в большинстве случаев все-таки нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому человеку, чтобы понять, какие у него намерения, чтобы понять, нравится он тебе или нет, и решить, что делать дальше. Стоит ли продолжать отношения, стоит ли начинать с этим мужчиной серьезные отношения. На это девушкам нужно время. Поэтому не спешите и тем более не злитесь, не кричите на нее, не устраивайте ей скандалов. Просто хочу предупредить, что в наших странах, да, это так, нам нужно время. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Надеюсь, вы немного поняли психологию русских девушек. Если это видео вам понравилось, ставьте мне лайк. Спасибо за внимание, за то, что смотрите мои видео. Желаю вам отличного настроения, хорошего дня и удачи в общении с русскими девушками. Пока!